Поговорим сегодня о привязках. Сначала вопрос такой, а зачем вообще привязки нужны? Ведь мы строим достаточно точно, и вот если мы берем, там, например, строим отрезок, хотим построить отрезок, ставим точку, ставим следующую точку, то есть у нас построение, как нам кажется, идет точно. Но на самом деле просто одной мышкой мы построить точно без использования привязок не можем. К чему это может привести? Две проблемы есть. Первая, если мы строим, например, замкнутый контур и потом захотим его заштриховать, то он не будет штриховаться, потому что замкнутый контур не определяется. Или когда мы будем определять, там, например, площади, будем определять объемы и тому подобные вещи. Ну и вторая такая важная вещь, что затруднительно будет построить точно чертеж. Ну и еще можно отметить то, что по чертежам, которые мы делаем, например, работает там станки с числовым управлением. Для них программа пишется, и программа работает по чертежу. И если у нас, допустим, линия не замкнута, то может возникнуть сбой и может быть сделано то, чего мы с вами не ожидали. Поэтому в программе предусмотрены наличие привязок. Давайте с ними разберемся, что это за привязки и как они работают. Во-первых, первая привязка, о которой надо поговорить, это привязка к сетке чертежа. Она может быть включена, она может быть выключена. Дальше, когда мы ее включаем, то по умолчанию здесь есть два варианта привязок. Это полярная привязка и шаговая. Включена по умолчанию шаговая. И параметры этой привязки, чтобы понять, что это такое, мы можем посмотреть тоже здесь. Нажимаем параметры и вот смотрите. На этой табличке у нас есть привязка, видите, включена, показывает, и шаг привязки по оси X, по оси Y. Равный шаг. И это значение показывает нам, через какие расстояния будут элементы у нас привязываться друг к другу. Поэтому может быть ситуация такая, если здесь стоит большой шаг, что мы чертим отрезок и хотим попасть в начало, а он туда не попадает. Да? Он туда не попадает. Из-за чего это происходит? Из-за того, что здесь установлен большой шаг. Теперь обратите внимание, что здесь еще есть вторая половина. И здесь написано сетка. Тоже можно поставить галочку, и тогда здесь появится сетка. И здесь тоже можно настроить шаг сетки. Вот эти величины не обязательно должны быть одинаковые. Они могут различаться. Собственно, все, что касается здесь этой шаговой привязки. Окей. Дальше. Как правило, она включена. Дальше. Есть следующий элемент, который управляет привязкой. Это ортогональное ограничение перемещения курсора. Когда он включен, он подсвечивается в этом случае синеньким, то происходит следующее. Когда я черчу линию, то она преимущественно старается быть горизонтальной и вертикальной. Если я выключу, то в этом случае можно линию провести в произвольном положении. При включенном привязке, ортогональном перемещении, то тоже можно ее провести, но для этого надо приложить некоторые усилия. Поэтому в зависимости, что вы чертите и как, эту привязку надо включать и выключать. Дальше, следующий тип привязки. Это ограничение перемещения курсора определенными углами. Он может быть включен и выключен. Теперь посмотрим. Здесь можно выбрать из предложенного углы, через которые будет отслеживаться угол элемента при построении. Как это выглядит, давайте посмотрим. Но сначала включим здесь параметры отслеживания.
И вот, посмотрите, если мы включим здесь полярное отслеживание, шаг углов, поставим объектное отслеживание по всем полярным углам. И как отсчитываются полярные углы. Окей. И теперь давайте попробуем начертить у нас здесь прямую. И вот смотрите, если я, вот, например, выбираю такое положение, соответствующее углу, 30 градусов, начертил. Допустим, следующее, когда я попадаю на шаг 30 градусов, то мне это направление подсвечивается. Ну, то есть мне удобно строить с заданными углами, под заданным направлением те элементы, которые я строю. Ну, можно ее выключить, да, вот можно нажать выключить, прямо вот здесь подщелкнуть по значку, и видите, он перестал быть подсвеченным. Дальше, следующий элемент, который служит для привязки, это привязка курсора к опорным точкам. Давайте посмотрим, что это такое. И вот смотрите, здесь есть разного рода элементы, такие как кон-точка, но это имеется в виду конечная точка, середина, центр, геометрический центр, узел, квадрант, пересечение, продолжение, нормаль, касательное, ближайшее, кажущееся пересечение, параллельно. Это те точки, те элементы, к которым будет привязываться курсор при приближении вот к этому элементу. Смотрите, что галочка стоит не везде. И я предупреждаю от искушения поставить галочки везде. Пусть оно везде привязывается. Тогда мы замучимся двигать курсором, отрывать его от всяческих элементов, к которым он будет привязываться. Поэтому это делать не нужно. Здесь также можно настроить параметры. И смотрите, открывается та же табличка, которую мы с вами уже видели. И здесь, видите, включена она стоит. И стоят галочки, то, к чему мы привязались. То, к чему привязались. Ну, можно еще дополнительно настроить, как будет отображаться маркер, как он будет привязываться, какой будет размер прицела. Ну, желательно здесь те, что у нас значения есть, оставить по умолчанию. Теперь давайте посмотрим, как это работает. Предположим, я хочу начать новую линию с точки, которая будет являться срединой отрезка, который у меня уже есть. Возьму отрезок и попытаюсь начать построение со средины. Видите, когда я подвожу сюда к отрезку, появляется что? Значок зеленый, который показывает ближайшую точку. То есть, если я щелкну здесь и начну строить отрезок, он гарантированно будет присоединен к этой линии, которая есть. Ну а мне нужно не это, а мне нужна середина. Я приблизительно попаду там, где есть у меня середина. И вот смотрите, появился треугольничек, подписано середина. Щелкаю и дальше веду. И я могу утверждать, что вот эти две половинки отрезка, они будут одинаковы. Вот в чем смысл этого, например, этой привязки. Если мне необходимо построить следующий отрезок с конца от того, который есть, я когда подвожу к концу, видите, появляется зелененький квадратик, который говорит о том, что это гарантированно конец отрезка. Я щелкаю здесь и далее туда, куда мне необходимо. И могу быть спокоен за то, что здесь два этих отрезка соединены в одной единой точке. Например, если я построил вот окружность и хочу провести, например, касательную к этой окружности, но у меня привязки здесь нет. Здесь нет.
то необходимо ее сюда поставить, привязку, и далее проводить, например, вот так отрезок. И вот смотрите, вот в этом месте у меня кружок с касательной показывает то, что именно в этой точке гарантированно будет вот этот отрезок прямой касателен к окружности. Касателен к окружности. Но какие здесь еще есть? Ближайшие мы видели, касательные видели, продолжение видели, показывает пересечение. Пересечение. Ну, давайте посмотрим. Вот мы сюда, когда попали в это место, что показывает? Вот здесь гарантированно у нас пересечение. Дальше, если мы захотим что-то провести из центра окружности, то вот он центр, гарантированно это будет центр. Да? Тоже привязка у нас такая включена. Ну а если нам понадобится какая-то другая привязка, например, нормаль, опять же можем поставить здесь галочку. И вот смотрите, поставим галочку, будем строить нормаль и здесь, если мы продвинемся, вот смотрите, появилась нормаль, да, вот здесь гарантированно этот угол равен 90 градусов. Можем проверить этот угловой размер, выбираем и получаем 90 градусов, да, гарантированно, и не надо больше ничего искать. Это очень удобно и позволяет строить чертежи с высокой точностью. Ну, бывают такие ситуации, когда, например, я уже говорил, что нет смысла все ставить, поскольку будет у нас курсор привязываться ко всем точкам и будет работать неудобно. Вот те, кто по умолчанию стоит, это вполне достаточно. Но, например, мне необходимо построить вот сюда, к этой прямой, перпендикуляр, то есть отрезок, который должен быть перпендикулярен. Но что, у меня есть возможность вот здесь включить объектную привязку, а потом она мне не нужна, потом надо выключать. Поэтому можно это сделать как? Вот так, включить, щелкаю правой клавишей, выбираю переопределение привязок и здесь, где нормаль, щелкаю, я включил привязку на одну команду. Вот она мне показалась. А теперь смотрите, строю я, и видите, мне никакой нормали здесь ничего не показывает. Да? То есть она у меня была включена на один раз. И еще раз, правой клавишей переопределение, нормаль. И продолжим теперь. Я немножко пропустил. Давайте еще раз. Так, правой клавишей переопределение нормаль и ведем сюда. Вот нормаль появилась. Нормаль появилась. То есть это вызывается команда на один раз. Вот, собственно, все привязки, которые на 2D чертеже работают. Есть еще привязки, которые отдельно работают на 3D чертежах. Ну о тех привязках мы будем говорить тогда, когда мы будем с вами рассматривать чертежи 3D. На сегодня это будет все.